Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я нашла для вас в интернете очень интересный стильный джемпер красивым узором с переплетениями. Меня он просто заворожил. Очень красивый узор, вяжется среднего уровня тяжести, я бы так сказала. Я приближаю вам эту красоту, и вы видите, да, что здесь у нас, в принципе, два основных узора используется. Вот эта коса, я посчитала в ней 12 петель. В аранском вязании она называется бабочка. Вот. И вот эти вот красивые ромбы. Ромбы меня просто очаровали, я схему сама нарисовала по картинке. Хотя уверена, что и схема где-то, наверное, в журналах есть, но я просто по себе знаю, часто ищешь эти схемы и дольше времени тратишь, и все равно не найдешь один в один, там что-то менять. Проще, вот знаете, просто нарисовать. Так, и, в общем-то, схема у нас есть. Мы будем вязать с вами образец. Описание я, как всегда, буду составлять на несколько размеров. Сегодня у нас используются размеры с 42 по 52 размер. Вот, описание будет выложено под видео в текстовом варианте. Кроме того, мы разбираем с вами полностью, как расположить узоры. Мы вяжем образец, определяем плотность. И самое главное, у нас с вами будет конкретный выбор пряжи. Сейчас я вам полистаю эту красоту. В общем-то, такой молодежный вариант нам предлагает дизайнер. Вот так спинка выглядит. И я спинку делаю в описании два варианта. Лицевая гладь, как вам нравится, либо такая же, как по переду, такой же узор будет идти. Выбирайте сами для себя, что для вас приемлемо, какой вариант. Так, дизайнер нам предлагает очень богатую цветовую палитру для данного джемпера. И я вам сейчас покажу, возможно, каждый из вас выберет для себя свой вариант. Смотрите, вот такой голубой цвет у нас идет. Приближаю вам картинку. Очень очаровательный, такой немного приглушенный голубой цвет. По-моему, замечательно выглядит. Тоже вам пролистаю. По-моему, красиво. На мой взгляд, очень-очень хорошо выглядит. Так, сейчас еще пролистаем. Следующий вариант у нас идет вот такой вот цвет нежно-салатовый. Я бы так сказала, тоже довольно красиво смотрится. Вот такой вариант. Смотрите, какая миловидность, я бы так сказала. Яркий такой розовый цвет, очень красивый, для такой девчачий цвет. Ну, уж если вы будете в компании, то в центре внимания вы точно как бы окажетесь 100%. Не будете обделены вниманием. Такой яркий, насыщенный, загадочными, сказочными переплетениями узоров. В общем, само по себе вы центр внимания 100% обеспечено. Светло-серый цвет тоже очень красиво смотрится. Приближаю вам картинку, обращаю ваше внимание. Посмотрите. Хотела бы еще про конструктивные моменты заострить внимание. Девочки, у нас рукав, здесь обращаю ваше внимание, коса вяжется наоборот, да, то есть не как у переда, да, а в перевернутом состоянии. И я сделала вывод, что рукавчик вяжется у нас сверху вниз, а не как мы привыкли. А так, в принципе, привычный как бы вариант, да. Так, и вот такой еще цвет у нас используется, бежевый такой цвет, светло-бежевый. И, в общем-то, девочки, сейчас наше внимание будет заострено на пряже, которую я предлагаю. Как вы видели, цветовая палитра широкая, выбирайте для себя, что вам нравится. Я хочу вам само качество пряжи предложить. И, в общем-то, плотность мы считали конкретно для данной пряжи, да, то есть это все у нас будет в основе мастер-класса заложено. Все начинается с выбора пряжи. Итак, смотрим пряжу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же.
Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Я использовала пряжу Белграде, альпака плюс мохер, итальянская технология, это турецкая пряжа. Здесь 10% кит мохера, 5% детская альпака, 55% полиамида и 30% вискозы. 50 грамм, 150 метров. Спицы используем 3,5. Вот такая красота у нас с вами получается, такой узор. Как связать косу на 12 петлях, я тоже сегодня показала вам. Там самое важное — это суметь перекрестить наши петли правильно, вправо, влево, по 6 петель. Я показала, как это я делаю. Вот, в общем-то, узор не для новичков, поэтому я думаю, что и косы вы тоже умеете перекрещивать. Тут много будет перекрещиваний, поэтому, девочки, соизмеряйте свои силы. Пряжа очень хорошая, мягкая, абсолютно не колется, и джемпер из нее будет нежный, воздушный, слегка он, знаете, пушится, слегка, вот показываю вам, да, очень мягкая пряжа, необыкновенная, мне очень нравится. И получается прям такой вдохновляющий узорчик. Итак, давайте посмотрим схему узоров. Так у нас с вами выглядит схема узора, девочки. Это узоры с ромбами. 28 петель у нас составляет ширина и 26 рядов высота раппорта. Условное обозначение здесь довольно распространенное. Вертикальная черточка — это лицевая петля, горизонтальная черточка — изнаночная петля. И вот эти вот зигзаги — это перекрещивание. Там, где верхняя черточка идет, это перекрещивание налево, а там, где а вот тут вот у нас идет верхняя черточка перекрещивания направо. То есть, в принципе, все понятно, да? И что перекрещиваем, тоже, в принципе, понятно. Вот здесь лицевые перекрещиваем, да? Здесь вот перекрещиваем изнаночную и 2 лицевые. То есть по схеме вязать довольно легко. Но мы с вами свяжем этот образец, в общем-то, я не думаю, что будут какие-то проблемы. Так, и у нас еще есть вот такая вот бабочка. Это коса, 10 рядов высота раппорта. И здесь у нас 12 петелечек для этой косы выделяется. Она у нас центральная, самая красивая. Еще она по рукаву идет. Вот, я показываю в сегодняшнем мастер-классе саму косу не вяжу. Тут и так понятно, что 1, 3, 7, 9 ряды — это просто лицевые петельки вяжутся, лицевая гладь. И самый основной ряд 5 у нас, где идут перекрещивания, я это все показываю, как это делаю я. Перекрещивание без дополнительной спицы. В первом случае, вот это первое перекрещивание, это 6 петель мы перекрещиваем направо по 3 петли, да, а здесь налево, зеркально. Так, теперь у нас есть выкройка. Я показываю, девочки, вот такая выкройка. Здесь нет размеров. Все размеры мы с вами будем обговаривать после того, как свяжем образец. И минут 10-15 я всегда в конце уделяю расчетам. Вот, и объясняю расчеты свои, откуда у меня берутся все эти петли, как я их считала, как располагаем узоры. Это самое важное для данного, в принципе, джемпера, потому что там у нас идет последовательность узоров, и это, в общем, последовательность надо четко определить. У нас вот такое вот с вами будет описание выложено под видео. Размеры я уже называла: 42, 44, 46, 48, 50, 52 рассматриваем. Вот. Спинку предлагаю вязать либо как в оригинале и только лицевая гладь используется, либо вяжем как перед. Различие переда и спинки в этом случае будет только в глубине выреза горловины. По спинке я вообще его не делаю, такой упрощенный вариант. Вы видели на выкройке. Вот. И про рукав хотела бы сказать, что рукав вяжется у нас сверху вниз. Вот. Хотите, переверните схему, вяжите, как вам
привычно снизу вверх. То есть здесь много, вот два варианта я вам, например, предложила, да. Ну и сборка обычная, сшиваем все деталечки, остается обвязать вырез горловины круговыми спицами. Спицы я, кстати, использую 3,5, все время спрашиваю. Расход пряжи на данный джемпер в зависимости от размеров будет около 500-600 грамм. Вот таким образом. Так, ну а сейчас давайте приступим к вязанию. Этот джемпер будет вязаться двумя основными узорами, да, который у нас вот этот большой узор, где у нас тут ромбики, занимает раппорт 28 петель, коса на 12 петлях. Вот. Ну, давайте сейчас будем вязать с вами вот этот основной узор, самый красивый, там, с ромбиками, да. Я набрала 30 петель, то есть 2 кромочные еще добавились у меня к 28 петлям раппорта. Вот, и начинаем вязать первый ряд с вами раппорта. Итак, у нас идут с вами первая кромочная лицевая, далее 5 изнаночных вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Затем мы вяжем с вами 4 петли, перекрещиваем направо, налево, то есть налево. Снимаем 4 петли, 2 перед работой, 2 за работой, поменяли их местами вот так и провязали все 4 лицевыми. Первый ряд всегда вязать сложно, поэтому часто делают такие вспомогательные ряды, но я вот не стала этого делать. Так, связали. Дальше идут 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, затем у нас идут, опять перекрещиваем 4 петли налево. Снимаем 4 петли, меняем местами по 2. 2 перед работой, 2 за работой. Поменяли их местами, провязали как 4. 1, 2, 3, 4 лицевые. И дальше идут еще 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная у нас вяжется изнаночной. Так, у нас все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Третий ряд вяжем. Четыре изнаночные. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем 3 петли направо, снимаем 3 петли, меняем местами. Первая петля за работой, 2 лицевые перед работой. Поменяли и вяжем как лицевая, лицевая, изнаночная. И третью петлю провязываем лицевой. Далее меняем местами следующие 3 петли, перекрещиваем первые 2 лицевые перед работой, третья петля за работой, вяжем их как все 3 лицевые. Затем у нас идут с вами изнаночные петли, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затем у нас идет с вами опять перекрещивание 3 петель направо. Сняли 3 петли. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 3 лицевые. Затем перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. И вяжем как 3 лицевые. 1, 2, 3. То есть вот мы сейчас вывязываем ромбики. Затем идут 4 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Четвертый ряд мы вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд.
3 изнаночные, 1, 2, 3, перекрещиваем 3 петли направо, первая за работой петля, следующие 2 перед работой, вяжем как 2 лицевые, лицевая тоже, 3 лицевые провязываем, пока здесь еще все это так вяжется. Затем по центру идут у нас ромбика 2 лицевые и перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. И вяжем все 3 лицевыми. Так, дальше у нас идут изнаночные. 6 изнаночных вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше у нас идут перекрещивания 3 петель направо. Сняли 3 петли, и у нас первая за работой, 2 следующие перед работой, вяжем как 3 лицевые. Затем вяжем 2 лицевые, перекрещиваем следующие 3 петли налево, первые 2 перед работой, третья за работой, и все 3 вяжем лицевыми. 1, 2, 3. В раппорте осталось 3 изнаночные, кромочная тоже вяжется изнаночной. Вот так. Переворачиваем. 6-й ряд, как смотрят петли. 7-й ряд вяжем. Первые 2 изнаночные. Перекрещиваем 3 петли направо. Снимаем все 3 петли. Первый за работой, 2 следующие перед работой, вяжем как 2 лицевые, изнаночная. По центру у нас ромбика идут 4 лицевые, затем перекрещиваем 3 петли налево, первые 2 перед работой, третья за работой и вяжем изнаночная, 3 лицевые. Затем у нас 4 изнаночные идут между ромбиками. И еще один ромбик. Перекрещиваем 3 петли направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночная. Ниточка вот тут. Так, затем у нас тут 4 лицевые в ромбике по центру. И следующие 3 петли перекрещиваем налево. Вяжем первые 2 перед работой, следующая 3 за работой, вяжем ее изнаночной и 2 лицевые. У нас вырисовывается вот такая картина с ромбиками. Осталось в раппорте 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Связали. Переворачиваем. У нас с вами 8-й ряд, как смотрят петли, вяжется. В 9-м ряду вяжем. Первая изнаночная, перекрещиваем следующие 3 петли направо, первая за работой, следующие 2 перед работой, вяжем 2 лицевые, изнаночная. Затем вяжем изнаночная. Сейчас 4 петли, которые у нас перед нами, перекрещивать будем налево. Сняли 4 петли лицевые, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Вот так их перекрестили, вернули те, которые за работой, на спицу и вяжем все 4 лицевыми. Затем у нас идет изнаночные, и мы перекрещиваем следующие 3 налево, то есть налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. Провязываем изнаночная, 2 лицевые. По центру идут 2 изнаночные. Далее перекрещиваем 3 петли направо, меняем местами. Первые 2 у нас перед работой, вернее первая за работой, следующие 2 перед работой. Провязали те, которые перед работой, как 2 лицевые, за работой изнаночная. Идет опять изнаночная. По центру ромбика 4 лицевые перекрещиваем налево, снимаем 4 петли, меняем местами. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой и вяжем как 4 лицевые.
Затем идет изнаночная и 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. Дальше идет изнаночная в раппорте, кромочная тоже изнаночная. Так, 10 у нас ряд, как смотрят петли. 11 ряд. В 11 ряду вяжем так. Первая идет у нас перекрещивание 3 петель направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем как 2 лицевые и изнаночные. Затем идут еще 2 изнаночные. Следующие по центру ромбика 4 лицевые вяжутся, 2 изнаночные. И далее перекрещиваем, продолжаем ромбик формировать. 3 петли налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. И вяжем изнаночные, 2 лицевые. Далее второй ромбик у нас вяжем 3 петли, перекрещиваем налево, направо. Первая петля за работой, следующие 2 перед работой вяжем как 2 лицевые, изнаночные. Перекрестили. Дальше идут 2 изнаночные. По центру ромбика 4 лицевые. Опять идут 2 изнаночные. Перекрещиваем оставшиеся 3 петли в раппорте налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. И вяжем ее изнаночной и 2 лицевые. Кромочная тоже изнаночная. Так, в 12 ряду вяжем, как смотрят петли. 13 ряд. Вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные. Косичку нашу в центре ромбика перекрещиваем, 4 петли снимаем, перекрещиваем первые 2 у нас перед работой, следующие 2 за работой. Перекрещивание идет налево, все 4 петли вяжем лицевыми. Затем идут 3 изнаночные. По центру между 2 ромбиками тоже идет перекрещивание 4 петель налево. Также снимаем 2 петли лицевые перед работой, следующие 2 за работой, поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Дальше тут 3 изнаночные. В маленькой косе, вот в этой, на 4 петлях, снова перекрещивание налево. Снимаем 4 петли, 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и провязали 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Остались 3 изнаночные, 2 лицевые. Кромочные тоже изнаночные. Так, раппорт уже вырисовывается, половина раппорта уже связана у нас. В 14 ряду мы вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас с вами вяжем. Смотрите, первые 2 идут просто лицевые, затем 3 изнаночные. Затем у нас идут 4 лицевые. Затем идут 3 изнаночные. Между нашими ромбиками идет перекрещивание 4 петель налево. Сняли 4 петли. Провязали первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Вот так их поменяли местами, провязали все 4 лицевыми. 1, 2, 3, 4. Затем идут 3 изнаночные, 4 лицевые, снова 3 изнаночные и 2 лицевые. Связали узорчик наш, кромочная тоже изнаночная. Так, 16 ряд, как смотрят петли, вяжем. 17 ряд вяжем. Ромбик у нас пошел опять на убыль. Вяжем 3 петли, меняем налево.
Первые 2 лицевые перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. Затем идут 2 изнаночные. Перекрещиваем ромбик наш налево. 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Вот так перекрестили, поменяли их местами, да, и вяжем как 4 лицевые. Затем идут у нас 2 изнаночные и 3 петли меняем местами. Перекрещиваем направо 3 петли. Первая изнаночная за работой, 2 лицевые перед работой. Вяжем 2 лицевые изнаночные. А следующие 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 лицевые перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. Затем идут 2 изнаночные. Затем у нас идут коса наша перекрещивается налево. 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. И вяжем 4 лицевые. Остались 2 изнаночные. И перекрещивание осталось 3 петель направо. Первая у нас петля идет за работой, следующие 2 перед работой. Провязали 2 лицевые, изнаночные, кромочные, тоже изнаночные. Так, у нас 18 ряд, как смотрят петли, 19 ряд. Вяжем изнаночная, затем 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой лицевые, изнаночные за работой. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. Затем у нас идет 1 изнаночная, 4 лицевые. Снова 1 изнаночная. Затем мы с вами перекрещиваем 3 петли направо, снимаем 3 петли, изнаночные за работой, 2 лицевые перед работой. Вяжем как 2 лицевые изнаночные. Затем у нас идут 2 изнаночные. И снова перекрещивание 3 петель налево. Снимаем 3 петли, 2 лицевые перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. Это очень логичный узор. Здесь формируется ромб, вот вы видите, да? И каждый раз мы совершаем одни и те же телодвижения. Осталась изнаночная, 4 лицевые. Снова изнаночная, и ромб у нас опять 3 петли перекрещиваем направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночная, еще одна у нас 1 изнаночная была в раппорте, и кромочная тоже изнаночная. В 20 ряду вяжем, как смотрят петли. 21 ряд у нас. Вяжем с вами первые 2 изнаночные, затем перекрещиваем 3 петли налево. Сняли 3 петли, первые 2 лицевые перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. В центре ромбика у нас все еще 4 лицевые остаются. Мы вяжем их. Затем у нас меняются местами 3 петли. Направо перекрещивается, изнаночные за работой, 2 лицевые перед работой. Вяжем 1, 2. Затем идут изнаночные 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Провязали как изнаночные, 2 лицевые. Затем у нас идут 4 лицевые в центре ромбика. И еще остались вот эти 3 петли, которые надо перекрестить направо. Изнаночные за работой, следующие 2 перед работой. И вяжем 2 лицевые, изнаночные. Остались 2 изнаночные в раппорте.
и кромочная изнаночная. 22 ряд будем вязать, как смотрят петли. 23 ряд. Вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3. Вернее, 3 изнаночные. Сейчас будет еще 4 добавиться к ним. 3 изнаночные связали. Следующие 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой. И вот эту 3, которая оказывается первой, мы вяжем изнаночной. И 2 лицевые следующие вяжем. Так, здесь у нас еще по центру ромбика 2 лицевые идут. И меняем местами снова 3 петли. Направо перекрещиваем. Первая у нас петля за работой, 2 лицевые перед работой, связали как 2 лицевые, изнаночные, перекрестили. Затем вяжем изнаночные 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 лицевые перед работой, следующая петля за работой. Мы вяжем ее как изнаночную, 2 лицевые. Так, остались в ромбике 2 лицевые. Перекрещиваем с вами следующие 3 петли направо. Первая за работой, следующие 2 петли перед работой вяжем как 2 лицевые, изнаночные. И остались еще 3 изнаночные в раппорте, вяжем их, и кромочные изнаночные. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. 25 ряд вяжем первые раппорте 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем идет перекрещивание 3 петель налево. Сняли 3 петли. Первые 2 перед работой, 3 за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. Перекрещиваем следующие 3 петли направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночные. Затем у нас идут изнаночные петли. Их много, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше наш ромб опять идет. Мы с вами 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, изнаночная за работой. Вяжем ее как изнаночная, 2 лицевые. Следующие 3 петли перекрещиваем направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночная. И оставшиеся изнаночные. 1, 2, 3, 4 в раппорте. Кромочные тоже изнаночные. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт, девочки, узора заканчивается. Повтор у нас идет с первого ряда. С первого ряда мы будем опять здесь перекрещивание делать. Вот здесь, где у нас сейчас скопились 4 лицевые, мы сделаем здесь перекрещивание. То есть 27 ряд равен уже первому ряду, и пошло опять повтор раппорта. Давай. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы понять, какая же у нас плотность для расчетов. Это все нужно для расчетов, девочки. Так, делаем влажную обработку образца горячим паром. Тянем наше полотно. Вот так тянем и по горизонтали тянем. Тянем. Оно влажное и очень податливое. Нам важно понять, каким будет полотно, когда оно высохнет. Все, оставляем так в свободном состоянии, его в расправленном виде сохнуть. Так, у нас с вами сейчас идет, значит, 15 сантиметров ширина образца, измеряем. 30 петель у нас участвовало в раппорте. Ну, то есть в вязании с кромочным вместе. Мы 30 делим на 15, то есть у нас по горизонтали получилась плотность в 1 сантиметре 2 петли. Запишем. В 1 сантиметре 2 петли вот этого узора. Так. По вертикали также измеряем. Длину образца 1,5 сантиметров.
И здесь у нас 20, я при вас вязала 20, получилось 7 рядов. 27 делим на 11,5. 27 делим на 11,5 сантиметров. Получаем 2,3. То есть плотность по вертикали у нас в 1 сантиметре 2,3 ряда. Так. Теперь по поводу вот этой косы, которую я не стала показывать, девочки, здесь самый сложный момент. Смотрите, первые 3 ряды вы вяжете просто лицевые петли, 12 лицевых коса. Вот, и только в 5 ряду у нас идут перекрещивания по 6 петель. Направо вот в данном случае, в первом случае, во втором случае налево. Как перекрещивать петли? У вас может возникнуть вопрос, да? Я сейчас покажу. 5 ряд вот перекрещивания сделали, затем 7 и 9 тоже все петли лицевые. И повтор идет раппорта с 1 ряда. То есть между перекрещиванием, по сути, у вас должно быть 8 рядов. В каждом 9 вы перекрещиваете. Вот так это выглядит. Сейчас я хотела бы показать, как это делаю я, 2 способами. С помощью дополнительной спицы, либо как вот привыкла делать я, покажу вам, без спицы дополнительной. Итак, стоит первая задача у нас перекрестить 6 петель направо. Как делаю я? Я снимаю 6 петель и первые 3 петли у меня, первые 3 петли у меня за работой. Я высвобождаю следующие 3 петли, вот так завожу кончик пальцев, кончик спицы, все, я высвободил следующие 3 петли. С помощью правой спицы аккуратненько вернула их на левую. Все, я перекрестила 6 петель направо. Вот видите? И провязала их как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Следующие 6 петель необходимо перекрестить налево. То же самое. Снимаем 6 петель. 3 петли первые перед работой. Следующие 3 высвобождаются за работой. И вот там за работой я их возвращаю сюда на левую спицу с помощью правой. Все, перекрестила налево. Поменяла местами, провязала 6 лицевых. Так делаю я. Можно все это делать с использованием дополнительной спицы, девочки. Вот у меня получилась бабочка. Бабочка. Вот такая выкройка, девочки. Очень простейшая выкройка у нас будет сегодня использоваться для расчетов. Будем расчет делать с вами на размер 42, 44, 46, 48, 50, 52. И начинаем с того, что, как всегда, определяем ширину спинки, ширину переда, они у нас одинаковые по выкройке, и сколько петель приходится. Значит, для 42-44 размера я взяла 48 сантиметров, умножила на нашу плотность 2, и у нас получилось 96 петель. Для второго размера 46-48 я взяла 52 сантиметра ширину и умножила на 2, получилось 104 петли. Вот я все это записываю. И для 50-52 я взяла 58 сантиметров, умножила это все на 2, получилось 116 петель. Вот таким образом я распределила петли. Вы можете по-своему посчитать ширину. Также умножайте на свою плотность. Возможно, у вас другая пряжа. Вот. И у вас получаются петли. Я помогу вам, как расположить узоры. Смотрите, я их уже распределила. Вот это у нас, значит, 2 варианта развития событий. Либо спинку вы вяжете лицевой гладью, как в оригинале, либо вы тоже вяжете узором, и спинка будет у вас одинаково с узором связана, как и перед. Я же рассказываю сейчас вариант вот этот, когда спинка и перед вяжутся одинаковым узором.
Смотрите, узор располагается на 82 петлях, и все остальное с двух сторон это путанка. Путанка это значит одна лицевая, одна изнаночная, да, меняются местами в каждом втором ряду. Вот, в шахматном порядке. Там, где была лицевая, вяжется изнаночная, и наоборот, там, где была изнаночная, вяжется лицевая. Таким образом, путанка разная, в принципе, бывает. Она и 2 на 2 бывает, так же, как резинка. Так, и смотрите дальше. Значит, по центру у нас идет с вами коса на 12 петлях. Я сегодня показывала ее схему, как ее вязать. Затем у нас идут с двух сторон 2 изнаночные, одна лицевая, такая выразительная лицевая, по 2 одной, ну вот, симметрично, да, опять 2 изнаночные идут. Затем у нас идет наш раппорт, наш ромб, раппорт с ромбами узор. Это 28 петель он занимает, справа и слева одинаково идет. Затем идут опять 2 изнаночные, и уже пошла путанка. Для первого размера 42-44, 6 петель путанки. Для второго размера 48-50, нет, 46-48, 10 по 10 петель путанки. И для третьего размера 50-52 по 16 петель путанки. Вот так у нас с вами получилось. Что касается лицевой глади, у лицевой глади будет другая плотность. Я уже вязала, значит, это образец, это в 1 сантиметре 1,9 петель, то есть немножко отличается. И там будет небольшое количество петель отличия по спинке, оно будет меньше, чем у нас здесь, вот я тут пометила. Смотрите, 90 петель, 96, нет, 90, по-моему, 8 петель. И 110 петель. То есть на 6 петель у нас идет разница. То есть по спинке надо набирать меньше петель для лицевой глади, чем для переда. Но у нас здесь еще планка идет. Планка вяжется резинкой 1 на 1 на высоту 4 сантиметра. Это нижняя планка. Да? У рукава нижняя планка 8 сантиметров. Тоже резинкой 1 на 1. Но до рукавов мы еще не дошли. Мы еще тут с вами бродим, да? Дальше, смотрите, на вырез горловины я сделала тоже все с использованием плотности, расчет делала. У меня получилось 40, 42 и 44 петли, соответственно, по размерам. И на плечи осталось 28, 31 и 36 петель. Высота проймы у нас будет на первый размер 20, второй 21, третий 22 сантиметра. Вот. Вырез горловины будет вязаться на уровне от планки 47,5 сантиметров. То есть он у нас высота будет составлять 6,5 сантиметров. Все переводим обязательно в ряды. Все вертикальные размеры переводим в ряды и вяжем согласно рядов. То есть смотрите, 47,5 сантиметров у нас. И надо обязательно умножить на нашу вертикальную плотность. 47,5 умножить на 2,3. Получим, девочки, 110 петель. Всегда берется четное число. Вот. То есть я пишу 47,5, это 110 рядов. То есть от планки вам необходимо будет связать 110 рядов и затем начать закрывать петли выреза горловины. Я у спинки вырез горловины делать не стала. Обычно он тут бывает 2 сантиметра глубиной. Я не стала. Ну, в принципе, такая простейшая модель, что и не стоит заморачиваться. Но если вы хотите, пожалуйста, сделайте, это несложно. Давайте перейдем к рукавчику. Рукав у оригинала модели вяжется, значит, у него узор идет сверху вниз. То есть наша вот эта вот с вами прекрасная коса на 12 петлях, она вяжется наоборот повернута. Вот. Поэтому набираем мы сразу, значит, я уже посчитала по плотности нашей, также 80, 84, 88 петель в зависимости от размера. Вот. И затем идут у нас с вами убавки. Убавки равномерные. Высота
у нас рукава, у вас будет это индивидуальная мерка. Кстати, я не сказала, что длина изделия будет 58 сантиметров. Это в моем случае средний вариант, так скажем, средняя длина. Возможно, у вас будет свой вариант. Может быть, кто-то хочет укороченный, кто-то удлиненный. К тому же у нас у всех рост разный. Поэтому это сугубо индивидуальная циферка, и вы ее под себя должны сделать. И здесь вот это все дело согласовать с вертикальной плотностью. Обязательно. В рядами меряем. Вот, значит, и после того, как мы с вами сделаем небольшие убавки, смотрите, по низу рукава узор заканчивается 72 петлями на все размеры. И в последнем изнаночном ряду узора делаются резкие 20 петель убавок. Резкие. Вот. И должно остаться 52 петли для резинки. 8 сантиметров будет еще вязаться резинка. Затем аккуратно закрыть все петли. Вот. Не слишком, кстати, стягивая здесь. Имейте это в виду. 72 петли. Все это будет у нас выложено под видео. Вот это все, что я вам сегодня наговорила, все эти циферки, они выложены под видео. То есть я сделала текстовое описание специально для вашего удобства. Поэтому, пожалуйста, девочки, пользуйтесь. По скосу мы будем делать с вами убавки. 4 петли первый размер, 6 петель второй и 8 петель третий размер. Через какой интервал я там тоже посчитала, вам написала. Ну, как это сделать? С помощью вертикальной плотности. Я уже много раз об этом говорила. 38 сантиметров. Умножаем на нашу плотность по вертикали. Получается 88 рядов. 88 рядов делим в первом случае на 4 петли. Ну, тут устно я посчитаю. В каждом 22 ряду будем делать с вами убавку. Затем 88 делим на 6, там свое число получается. 88 делим на 8 в каждом 11 ряду, да, устно считаем. Ну вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать. Я не показала вам, как располагаются у нас петли на рукаве. Когда мы начинаем, вот мы набрали с вами вот эти петли, да, и идут у нас с вами узор. Как распределяем? Смотрите, по центру идет коса на 12 петлях, с двух сторон от нее идет 2 изнаночные, затем также симметрично лицевая, затем опять по 2 изнаночные, симметрично, и остается 28 петель путанки, ну, соответственно, кромочные еще, да, кромочные. Вот, для второго размера 30 петель путанок, по 30 петель путанок с двух сторон, и для третьего по 32 петли путанки. Вот и все. В сумме это узор сам занимает 22 петли, как я уже сказала. И там у нас в центре вот эта коса. То есть нашего красивого узора с ромбами нет на рукаве. Только коса. Вот и все, мои хорошие. Все, что я хотела вам сказать, я сказала. Желаю вам удачи. Схема у вас есть. До новых встреч!